Всем привет! АвтоВАЗ выпустил официальное заявление по поводу приостановки работы группы Renault в России. А власти Российской Федерации сказали, что помогут АвтоВАЗу даже в случае продажи акций Китаю. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. В Минпромторге сообщили, что постоянно контактируют с руководством компании после заявления французской группы об уходе из России и продаже своей доли в 68% акций АвтоВАЗа. Власти Российской Федерации достигли договоренности о том, что до окончания корпоративного отпуска 24 апреля службы закупок и логистики АвтоВАЗа приложат все усилия для решения вопросов, связанных с созданием запасов необходимых комплектующих, чтобы впоследствии продолжить стабильную работу. Минпромторг и Китай окажут содействие АвтоВАЗу в загрузке мощностей, запуске упрощенных модификаций автомобилей, продолжение программы локализации и ускоренного импортозамещения. Российские власти также проконтролируют исполнение социальных обязательств предприятия перед работниками. Как и другим крупнейшим автопроизводителям, АвтоВАЗу обеспечен доступ к мерам господдержки, среди которых льготное кредитование на пополнение оборотных средств, льготные займы на реализацию проектов импортозамещения, блок промышленных субсидий, компенсация части транспортных затрат и многое другое. Сегодня АвтоВАЗ заявил, что выпустит всю линейку Лада при любом сценарии с Renault. Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что Россию ждет улучшение ситуации с продажами автомобилей. Дружественные России страны, в том числе Китай, готовы поставлять недостающие автокомпоненты для производства АвтоВАЗа. Сейчас для российских предпринимателей открылось окно возможностей по производству автокомпонентов. Через Фонд развития промышленности создана программа с господдержкой по льготным займам с возможностью при запуске производств частично их компенсировать. На это выделено 30 миллиардов рублей. Я считаю, должно быть так. Установка китайских комплектующих, да и вообще зарубежных, это временное вынужденное решение. И параллельно в срочном порядке нужно разрабатывать свое. И так во всем. Помочь себе можем только сами, подняв промышленность. Уже сегодня завод в Санкт-Петербурге начал выпускать электронные модули. Их цена еще до санкций была на 20% ниже, чем у европейских аналогов. Мантуров ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится. По первому кварталу судить не стоит. До февраля шел рост, в марте было падение. Теперь нужно адаптироваться к ситуации, изменить логистику и смотреть, что будет по результатам второго квартала. В свою очередь Минпромторг будет принимать решения, которые поспособствуют восстановлению и рынка, и производства автомобилей. Ассоциация европейского бизнеса недавно опубликовала данные за прошлый месяц. В России всего было продано чуть более 55 тысяч автомобилей, что на 63% ниже, чем за тот же месяц год назад. Я считаю, необходимо узаконить обязательные продажи напрямую через завод или интернет, чтобы вымогатели-дилеры не имели возможности получать сотни тысяч и миллионы рублей под видом допов. А также необходимо привлечь к ответственности все бездействующие контролирующие органы. Ну и обещанная мною шутка юмора. «Дорогой», — говорит жена мужу, — «пока ты был в отъезде, я решила продать соседу наш старый обшарпанный Жигуль». «Зачем? Он же был еще вполне ничего. А за сколько?» «За 5000». «Что? Так дешево? Да он просто тебя нагнул». «Нет, за это он заплатил отдельно». А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Какая будет судьба у АвтоВАЗа и когда китайцы научатся подделывать бензин? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните о том, что сложные времена пройдут.